Всем привет! Сегодня фильм «Первый рыцарь», 1995 год, сценарист Уильям Николсон, режиссер Джерри Цукер, в ролях Шон Коннери, Ричард Гир, Джулия Ормонд. Видела я фильм очень давно, потом еще смотрела какие-то фильмы с упоминанием короля Артура и не могла понять. Артура играли разные актеры и к тому же разновозрастные, то есть никто не пытался добиться портретного сходства. Следовательно, он не был исторической личностью. Я тут покопалась в интернете, и вот что я обнаружила. По преданиям, Артур – правитель королевства Логресс, легендарный вождь бритов V-VI веков, разгромивший завоевателей саксов, самый знаменитый из кельтских героев, центральный герой британского эпоса и многочисленных рыцарских романов. Хотя многие историки допускают существование исторического прототипа Артура, в целом в научном сообществе признан его мифологический образ. В фильме есть любовный треугольник король Артур, Гиневра и Ланселот. Я фильм плохо помнил, поэтому будто в первый раз смотрел. И в целом был разочарован всей этой легендой об Артуре и Ланселоте. Я думал, что он его правая рука, а тут какая-то история неприглядная. За чужой женой ухлёстывал. Неприятное впечатление осталось, честно говоря. Хотя сам фильм интересный. По воспоминаниям мне казалось, что он скучный, но больше 2 часов пролетели незаметно. Принц Малаган, главный злодей, говорит похищенной Гиневре: «Людям не нужно братство, людям нужна власть». Согласен, с помощью власти проще удерживать народ в узде. Дай им братство, и они обнаглеют. Да и не может быть братства никакого. Вот у них круглый стол, Артур говорит, что все равны, а когда он решил принять Ланселота, то даже слушать других не стал. Король единолично принимает решение. В общем, на самом деле все как у всех. При побеге Ланселот и Гиневра падают с водопада. Как они не разбились? Да вообще странный побег какой-то, легко слишком. Охрана не продумана, да и злодеи беспечны. В лесу они разговорились. «Гиневра, у тебя есть дом?» Ланселот: «Нет, у меня нет дома. Должно быть, это тяжело». «Нет, не тяжело. Я сам себе хозяин, иду куда хочу, мне нечего терять. Зачем строить дом, чтобы его сожгли?» На сегодняшний день мне это кажется правильным решением, ничего не иметь, чтобы быть мобильным. В какой-то мере да, но мне без определенных вещей было бы скучно жить. Это тогда у них никакой техники не было. Меч да лошадь. Что еще надо? Но без дома мне было бы неуютно в любом случае. В общем, Ланселот, новоявленный рыцарь круглого стола, не отягощен моральными принципами, но это не мешает ему быть отважным и смелым. А король Артур, обладающий абсолютной властью, считает, что то, что мы считаем правильным, хорошим и верным, правильно, хорошо и верно для всего рода человеческого и Бога. На что Мелоган возражает: «Твои слова приведут тебя от мира к войне». Смотрю я исторические фильмы, американские, европейские, азиатские. У меня складывается ощущение, что сколько существует планета Земля, столько и ведутся войны за территории, сферы влияния и так далее. И воспринимать это нужно как неизбежное, и липкий животный страх наполняет тебя. Да какой страх, это обыкновенная реальность. Наивно полагать, что может быть по-другому. Однако Артур сказал перед этим, что слабым нужно помогать. Поэтому нельзя сказать, что он не прав. Мелоган же желает завоевания, при этом он просто так сжигает дома. Важно не это, а то, что Ланселот нехороший человек. Ну, был бы и дальше бродягой. Нет, он становится рыцарем короля в надежде увести его жену. Отбить женщину у конкурента — это вовсе неплохо, просто втираться к нему в доверие некрасиво. Хорошо хоть быстро передумал. Но не успел. Это вечная стандартная сцена, когда люди делают что-то тайное в комнате с незапертой дверью, и заходит тот, кто не должен этого видеть. Неужели нельзя было это как-то по-другому обыграть? Правильно рыцари круглого стола возражали. Не стоило принимать Ланселота. Да и Гиневра тоже хороша. Мечется, как кобыла необъезженная. Вышла замуж по расчету, сама знатных кровей, народ свой защитить хочет и так опрометчиво поступает. Увела бы его куда подальше для поцелуя. Но он ее дважды спас, ее понять можно. А Ланселот, нехороший. Нехороший. Однако история не дурна, наблюдать за ними интересно. Фильм снят хорошо. Я бы даже сказал красиво. Удивило, что он какой-то яркий. Комната с круглым столом в моем сознании всегда была темной и мрачной, а здесь все совсем не так. А еще Гир как-то совсем небрежно привязал лошадь. Мне аж глаза резануло. Ну ладно, это придирки. Смотреть можно. Я бы не сказала, что этот фильм лучший исторический фильм американский, который я видела. Сомерсби, если его можно назвать историческим, мне, пожалуй, больше нравится. На этом все на сегодня. Всем пока. Не историческим, наверное, а просто про старину. Да, пока.